Друзья, привет! С вами Мирослав, и вы на канале «Вся правда о еде». Всеобщий карантин, полная изоляция, плохая погода, плохое настроение. Но мы с вами не отчаиваемся, и сегодня мы будем с вами готовить борщ. Самое то время, когда можно побаловать себя и близких самым вкусным и полезным супом. Поехали! Что нам для этого понадобится? Итак, друзья, что нам понадобится для того, чтобы приготовить самый вкусный и полезный борщ? Это куриная грудка 400 граммов, белокочанная капуста 700 грамм, морковь 100 грамм, перец болгарский 150 грамм, чили зеленый 20 грамм, лук репчатый 160 грамм, чеснок 10 грамм, свеклы 500 грамм и картофель 300 грамм. И из свеклы я извлек кожу, которая пойдет для нашей краски. Вот сейчас я ее просто залил обычной дистиллированной водой. Вот, и дальше я вам покажу, что с ней делать. Она будет добавлена в сам борщ. Благодаря этой краске наш борщ будет красивым и насыщенным. Для того, чтобы начать приготовление нашего борща, нам нужно поставить сначала бульон. Я целиком закидываю куриную грудку в кастрюлю. И когда я варю бульон, у нас есть болгарский перец, который пойдет на сам борщ, мы будем его обжаривать. Вот. И сердцевину я никогда не выкидываю. Я ее тоже закидываю в кастрюлю. Тем самым будет более насыщенный аромат. Кидаю лавровый лист. И все это сейчас залью водой. Обычная дистиллированная вода. Я буду заливать воду один раз, с учетом того, чтобы больше не подливать ее в процессе варки. Здесь будет около 2,5 литров. Вы наливаете таким образом, потому что вода будет кипеть и испаряться. Я сейчас вот налью, где-то пару сантиметров отступлю от краев. Вот, это как раз, когда куриная грудка будет вариться, вода будет испаряться. Вот, и та жидкость, которая останется, как раз будет для нашего борща. Ну что, поехали, я пошел отправлять кастрюлю на плиту. Собственно, бульон-то мы поставили варить. Вот, и сейчас, пока он у нас уже варится, я уже один раз пенку снял с него. Вот, и сейчас как бы начнем с капусты. Вот, белокочанная капуста. Я вот эти вот верхние части толстые, я их не использую. Ну, потому что они, во-первых, некрасиво смотрятся в самом супе и как бы дольше всего варится, поэтому я их убираю. Вот, и можно, в принципе, начинать резать капусту. Вот. Я особо не мельчу, вот. Стараюсь резать средним размером, потому что в любом случае это все сварится, вот, и будет мягкое все. Там вот, наверное, вы слышите то, что у нас вода уже на плите подходит к закипанию, мясо варится, уже запахи стоят. Вот. А вообще, честно вам сказать, вот у кого не спросишь, у какой нации про борщ, вот, все отвечают, что якобы это они придумали. Вот. А когда я учил одну историю, был у меня опыт работы в одной аутентичной израильской компании. Вот, и когда меня учили, настоящие, так сказать, евреи, вот, и рассказывали про те колена, которые сейчас остались, израильские, вот, то есть это нация ашкеназы, сефарды, мизрахи. Вот, так вот, как раз таки там было сказано, что ашкеназы это более такая бедная нация была в те времена у евреев. И вот именно они придумали вот эту вот еду, голубцы, борщ. Вот, то есть они, собственно, готовили те блюда, которые нужно было смешивать воедино. То есть чем больше ингредиентов, вот, тем и лучше было. И, соответственно, они добавляли такие ингредиенты, как свекла, картофель. И тем самым у них получались дешевые, но очень калорийные блюда. Вот. Также и, допустим, когда спрашиваешь у украинцев, кто придумал борщ, вот, они говорят, что это они придумали. Поэтому, ну, собственно,
до правды не докопаться. Я вот на самом деле не встречал еще ни одного человека, который бы сказал мне, что как бы, борщ придумала не их нация. Вот. С луком мы поступаем то же самое. То есть мы режем его соломкой. Вот. У нас идет одна луковица. Сейчас мы подготавливаем все ингредиенты, а потом будем обжаривать. Так. Следующие полголовки лука. На самом деле, когда дома заняться нечем, то можно и приготовить что-нибудь вкусненькое. Так, я вот подготовил чашечки для всех ингредиентов, чтобы потом можно было просто брать и обжаривать. Сейчас у нас как раз вот мы сейчас занимаемся съемками, у нас погода такая, снег идет, собственно, такая погода, она и подталкивает на то, чтобы приготовить борщ. Вот. Болгарский перец. Я добавляю болгарский перец в борщ только лишь потому, что он дает очень хороший аромат, когда его обжариваешь. Также режем тоже соломкой. Вот смотрите, сейчас покажу один такой небольшой лайфхак. То есть, если, допустим, когда вы начинаете резать перец болгарский с кожи, и нож у вас не сильно заточен, то это говорит, ну, что это будет вот так. То есть он у вас будет ломаться и будет очень сильно шуметь. Поэтому перец болгарский нужно обязательно переворачивать кожей вниз и резать начинать с самой мякоти. То есть это вам упростит задачу прорезать перец. Вот эти вот сердцевинку мы можем отрезать, она нам не нужна. Вот и также быстренько нарезали соломочкой. Вот опять же, форма нарезки может быть любой. То есть здесь нет, как бы просто все привыкли, то, что борщ нарезан соломочкой. В ресторане это делается совершенно другой нарезкой, там чуть ли не отрезаются половина частей всех ингредиентов, и главное, чтобы это ровно было и красиво. Вот. Но так как мы готовим дома, вот, и в принципе это эконом такой вариант, борщ, то, соответственно, мы не будем заморачиваться с формой нарезки. Это может быть и крупная, вот, но зато она будет домашняя. Перец болгарский нарезали. Ставим его в сторонку. Начинаем с картофана. Я уже помню, говорил вам то, что картошки существует очень большое количество. Вот эта вот картошка, она очень крахмалистая. Вот, она как раз пойдет для супа. Она не развалится, когда мы будем ее добавлять в суп. Вот я ее режу вот на такие сначала пятачки, а потом буду делать из них такие небольшие брусочки. Вот обязательно нужно картошку потом поместить будет в воду, чтобы лишний крахмал, потому что мы сейчас ее надрезаем. Вот, и чтобы у нас бульон не был мутным, мы сейчас поместим ее в воду, чтобы лишний крахмал вышел. Так, следующий ингредиент. Так, отсюда вот воду. Все падает из рук. Ничего, нормально. Можно, конечно, доску поднести к чашке и все переложить с доски сразу в чашку, но это не мой вариант. Вот так. Вот, кстати, есть, если кто любит прям ровную хорошую нарезку, есть такие специальные терки, мандолины, бернеры. Вот, они делают очень хорошую нарезку без особых усилий. Вот, ну, это, так сказать, кухня для ленивых. Вот, а у нас как бы все своими руками, такая ручная работа. В каждый ингредиент мы вкладываем душу, готовим с любовью, и получается очень вкусно. Чеснок. Что касаемо чеснока, мы сейчас его добавлять не будем, мы будем добавлять его непосредственно уже в конце приготовления. Вот, а сейчас займемся морковью. Перец чили тоже отложим. Я оставил свеклу на потом, так как если я сейчас бы ее начал тереть или резать, вот, то вся кухня бы была в свекле и красная. Морковь. То есть тоже, в принципе, можно не заморачиваться. Я делаю это на обычной терке. Одним движением
сверху вниз. Получается вот такая вот красивая соломка, ровная. Вот. Сейчас мы быстро разделаемся с этим овощем. Кстати, очень полезный. Если вы любите морковь, вот, морковь нужно есть с растительным жиром, либо с животным жиром, так как в моркови содержится бета-каротин. Он очень полезен для глаз, он очень полезен для кожи. Это очень такая кладезь витаминов. Поэтому, если вы хотите ее кушать, вы можете вот так, допустим, потереть в мисочку, полить сверху оливковым или растительным маслом, или добавить немного сливок. И, допустим, такой будет легкий перекус у вас между приемами пищи. Очень вкусный, очень полезный. Можно добавить изюма. На самом деле очень много вариаций, как можно приготовить морковь. Ну и, собственно, последний ингредиент, который мы сейчас будем тереть, это свекла. Вот сейчас вот как раз таки у меня просто нет перчаток, вот, и я вам советую это делать в перчатках, если боитесь, что ваши руки будут потом красными. Ну и, соответственно, Денискина доска сейчас станет иного цвета, потому что свекла это природный краситель. И что-то мы сейчас на самом деле не подумали, что это нужно было делать на тарелке. Вот он сейчас стоит на меня, так смотрит, вот, и уже, наверное, думает, как он эту доску будет оттирать. Ну ладно, собственно, Бог ему в помощь. Вот, Бог сейчас, в принципе, всем в помощь нужен. Поэтому свеклу я советую, почему тереть на терке на мелкой, потому что все прекрасно понимают и все прекрасно знают, когда готовят борщ, чем крупнее нарезка, тем дольше свекла готовится. Вот. А нам сейчас надо быстрее приготовить, вкусно покушать, включить свой любимый сериал, завалиться на диванчик и продолжить кайфовать во время карантина, во время всеобщей изоляции. Представляете, вот в борщ можно давать сметанки, чесночка, у кого есть сало. А если кто-то еще занимается выпечкой хлеба, вы запечь хлеб, очень вкусно, горячий, потереть его чесночком. Это вообще просто огонь получается. Вот. Ну, сейчас свекла, она в принципе, вот если там вам видно на видео, она не особо такая насыщенная, то есть у нее нет такого ярко насыщенного цвета, ядовитого. И сейчас посмотрим, сколько у нас свеклы на самом деле останется, потому что если мы добавим очень много свеклы, то у нас получится уже не борщ, а свекольник. А нам не нужен, в принципе, свекольник, нам нужен борщ. Вот сейчас мы это все добьем, последний ингредиент, и приступим уже непосредственно к обжариванию. Я вам покажу, как делать такой, как вот у плова есть зирвак. А я у борща делаю такой своего тоже рода зирвак специфический, который добавляется в конце в сам бульон, вот, и перемешивается. То есть мы определенно солим уже на месте, мы доводим его до вкуса, потом только в наш бульон мясной добавляем и все перемешиваем. Добавляем лавровый лист, трем чеснок и добавляем краску, которую я тоже покажу сейчас, как делается. Мы переместились к плите, и вот я вам говорил то, что да, по поводу краски. Я поставил наши шкорки свекольные на плиту. Сейчас они как только дойдут до кипения, чуть-чуть прям вот скипнут. Мы сразу же их снимем и поставим настаиваться. И тем временем бульон у нас закипел. Я сейчас выловлю мясо из бульона. Оно у нас уже сварилось. Мы потом его просто порежем кубиком либо соломкой. Там дальше решим. Вы можете использовать абсолютно, на самом деле, любое мясо. Это может быть и оссобуко, то есть это и говядина, и на кости с мозгом, и телятина, и свинина. То есть достаточно много выбора мяса сейчас. Вот. Ну и сейчас я вам покажу про тот самый зирвак, про который я говорил, как его вообще делать. Вот, и почему именно этот зирвак называется зирвак для борща. Итак, поехали. Сковородка у нас стоит. Наливаем масло. И сейчас мы начнем обжаривать, начиная с лука. Потому что лук,
как раз должен закарамелизироваться. Вот. И видите, бульон закипел, я сейчас буду выкладывать капусту. То есть первым у нас идет вход капуста. Пока мы будем сейчас все обжаривать, она будет вариться. Тем дольше она будет вариться, тем лучше. Если вы видите то, что капусты у вас много слишком получилось, ничего страшного. Так как капуста состоит из воды, она сейчас все соки свои отдаст. Вот, бульона станет еще больше. Ну и капуста станет менее заметна в нашем бульоне. Вот, собственно, мы перемешали. Капуста сейчас у нас начнет вариться. Масло у нас подогрелось. И начинаем с лука. О, шкварчит. Тот же самый принцип, как и у плова. Все должно быть горячее. Ничего не должно у нас вариться. Иначе будет невкусно. Лук обжаривается. Максимальная температура. Чайник у нас закипел. То же самое мы с чайником делаем, как и с пловом. Доводим его до кипения, для того, чтобы у нас процесс приготовления не прекращался. Так, есть. Не забываем помешивать. Ну, тут особо-то и не надо прям сильно ужаривать, потому что это суп. Вот так перемешали. Краска у нас начинает уже дымиться. Это говорит о том, что температура уже за 50 градусов. Сейчас уже будет процесс ускоренной варки. И у нас все это закипит. Лучок обжаривается. Так как у меня очень сильно разогрета сковородка, я это делаю интенсивно. Интенсивно помешиваю. Интенсивно, чтобы ничего не пригорело. Лучок у нас упал. Зараза. Ладно, сейчас мы его вернем на родину. В котел. Так, все. Так, здесь мы все перемешаем. Это у нас капустка. Сейчас тоже уже процесс закипания начинает. Болгарский перец мы в конце обжарим. Это для тех, кому интересно, когда же он бросит болгарский перец. Лучок у нас начал карамелизоваться. Я сейчас добавлю еще немного маслица растительного, потому что каждый раз, когда мы будем добавлять ингредиенты, они будут впитывать в себя масло. И особо, знаете, жарить на сухой сковородке не по приколу. Так, лучок обжарился. Добавляем морковочку. Так, здесь вот тоже надо смотреть, чтобы ничего не пригорало, потому что когда мелко нарезанные овощи, они имеют свойство очень быстро пригорать. Вот запахи пошли какие. Ух! Прям запахи, запахи. Так, теперь мне нужна сейчас будет томатная паста. Я приобретаю ее в тюбике. Мне больше нравится так, потому что не надо ложкой нырять туда, в банку, а просто из тюбика выдавил. Вот, обжариваем. Классно. Запахи, конечно, стоят. Сейчас выходил на лестничную площадку. И у меня сложилось такое ощущение, что кроме нас на этаже никто не готовит, и походу вообще никто и не живет-то. Потому что запахи только из нашей квартиры идут. Вот как видите, вот сейчас краска у нас закипела, мы ее отставляем, выключаем плиту, и пускай она у нас настаивается. Ни в коем случае нельзя делать так, чтобы она кипела постоянно, иначе у нас пропадет весь цвет. Закидываем свеклу. Вот так. Тоже не бойтесь насчет количества, потому что как бы, продукты в процессе термической обработки отдают все свои соки и обладают таким чудесным свойством, уменьшаются. Поэтому не переживайте насчет количества. Так, все это сейчас обжаривается. Сейчас свекла отдаст свой сок. Масло уже в принципе не надо поддавать.
Так как мы лук с морковкой обжарили, свекла нам нужна только лишь для такого матерого ингредиента, без которого, в принципе, борщ не борщ. Капусточка закипела, уменьшаем напор и пускай она у нас проваривается. Не знаю, слышно вам сейчас или нет. Вот свекла отдала соки свои, и все начинает потихонечку тушиться. Сейчас я добавлю сюда томатной пасты. Все перемешаю хорошенько. Доведу до вкуса. Вот так. Сейчас мы. Знаете, я работал в одном ресторане. Это было дело очень давно. Я еще был обычным поваром. И один из руководителей кухни, когда я готовил борщ, он ко мне подошел и сказал, говорит, а почему ты так мало томатной пасты добавляешь? Я говорю, в смысле, зачем? Ну, зачем много добавлять томатной пасты в борщ? Он говорит, нет. Опять же, я к тому вернулся к вопросу, да, то, что сколько хозяек, столько и рецептов борща. Вот, он говорит, надо очень много томатной пасты добавлять, потому что борщ, он, в принципе, должен бульон быть не просто как, вот, допустим, жиденький бульончик, а именно вот такой вот, как суп-пюре. Вот такой вот бульон у борща должен был быть. Вот, и он очень много еще добавлял сахара. Вот, потому что я сахар в чистом виде не ем. Вот, надо мной недавно смеялись, как бы, там мне спросили, там, типа, Мирослав, тебе подать сахар? Я говорю, да нет, вы что? Я говорю, сахар в чистом виде не ем. А мне сказали, ну да, конечно, в чистом он не ест, а в грязном он съедает килограммами. Вот. Ну, сейчас, слава богу, все получше стало. Сейчас есть время и на спорт. Вот, и постараемся привести себя в порядок к лету. Томатную пасту почему нужно обжаривать? То есть там есть вот кислота, которую нужно термической обработкой выгнать. Это для тех людей, у которых там изжога, вот, или проблемы с желудком, чтобы не было, ну, то есть повышенной кислотности. Сейчас я наливаю кипятка. То есть я не буду прям полностью заливать. Я чуть-чуть залью кипяточком, чтобы у нас продукты начали тушиться. Вот это вот, в принципе, и называется зирвак, вот, для борща. То есть мы делаем ту же самую массу. Вот, сейчас я закину сюда чили-перчик. Ровным счетом мы то же самое делали с пловом. Закину пару листочков лаврового листа. Это обязательно. Ну, то есть сами прекрасно понимаете, да, то, что лаврушка творит чудеса в блюдах. У нас лаврушка есть и в бульоне. А позже потом как-нибудь я вам расскажу, как готовить очень классный бульон овощной, который может быть у вас заготовкой в вашем доме, когда просто вы взяли, захотели чего-нибудь сварить, и у вас есть уже бульон. Ровным счетом это очень удобно. Я сразу же посолю обильно, потому что мы это все будем равнять потом, размешивать с бульоном. Соль, в принципе, чувствоваться-то и не будет. Что-то у меня активно прям как кипит капуста. Сейчас смотрите, вот у нас капуста сварилась, мы закидываем картошку. Я картошку всю не буду закидывать. Что-то я, по-моему, с ней переборщил малость. Я закину половину. Так как у нас еще как раз будет вот этот вот зирвачок борщевский. Вот, и борщик у нас получится достаточно густой, хочу сказать. Вот, как бы нам не пришлось его делить на казан и на кастрюлю. Вот, иначе у нас еще плюс краска будет для борща. О, у нас такой, знаете, как этот есть. Зирвачочек какой вкусный. Как это называется-то, когда жидкость заканчивается. Ну чай, допустим, да, вот заварили один раз чай, там, выпили его, и можно еще раз 5 заваривать. Также и с борщом сейчас там съедим гущу, можно кипяточку вскипнуть, довести его до вкуса, еще залить туда. То есть такой многоразовый борщ будет. Сейчас что-то я включаем. Вот все это начинает у нас сейчас вариться. Свекла уже практически готова.
так как мы ее особо не сильно резали крупно. Вот. Капусточка у нас уже, в принципе, готова. Картошка варится быстро. Вот. И потом в конце уже добавим мясо. Я сейчас его нарежу соломочкой. Сейчас я его капусточку попробую. Мясо соломочкой нарежем или просто руками порву. Вот. И в конце уже добавим. Доведем до вкуса, введем краску и выйдем с вами на связь. Чувствуете? Чувствуете, какой запах-то идет? Наверное, нет, а я чувствую. И сейчас самое время обжарить болгарский перец. Как я и говорил, он будет обжарен практически в конце, так как капуста у нас с картофаном уже сварилась. Зирвак наш свекольный готов. И осталось дело за малым, за перцем. Его обжариваем. На самом деле очень хорошо его нужно обжарить, так как большинство блюд это очень большая ошибка. И очень большая ошибка поваров, которые работают в ресторане, скажу даже больше и шефов, когда не обжаривают хорошо болгарский перец и добавляют его потом в блюдо, которое будет стоять несколько дней. В перце содержатся определенные витамины и кислоты. Это тот продукт, который первее всего начинает подвергаться, как говорится, гниению вот этому вот всему. То есть, он начинает портиться быстрее всего. И если перец очень плохо обработать термической обработкой, то вырастает вероятность того, что ваше блюдо может прокиснуть. Это будет не очень приятно. Просто я натыкался уже на самом деле очень много раз на вот эти вот как раз такие нюансы, не очень приятные. И когда уже стал там шефом, я пытался все понять, почему же, допустим, прокисает борщ. Вот, и почему он может прокиснуть. То есть, если его не прокипятить, лазить ложкой в него без конца, облизывать эту ложку, либо плохо обжарить ингредиенты, потому что при обжарке ингредиентов выходит сок каждого продукта. Если он плохо был обжарен, значит все, есть вероятность того, что ваше блюдо испортится. Поэтому все очень хорошо обжаривайте. Блюдо как минимум, вот каждый ингредиент, который в блюдо вы собираетесь отправлять, как минимум должен наполовину быть уже приготовлен. Иначе будет печально. Вот, смотрите, перец мы пока оставим в сковородке. Пускай он у нас доходит, с ним уже ничего не будет. И сейчас мы наш зирвак свекольный начинаем перекладывать уже в сам бульон. Я это делаю половником, потому что больше ничего нет. Вот, и, собственно, таким вот образом сейчас вот перемешиваем. Мы сейчас все не будем туда скидывать, мы сейчас посмотрим, сколько будет нам достаточно. И на том мы остановимся. Так, плюс еще надо учитывать то, что у нас будет краска. Так, я так понимаю, что, наверное, практически все мы сейчас выложим. Вот, с лаврушечкой надо взять. Это самый такой сок, самый смак. Ух, борщичок густенький какой получился, красота. Ну вот как раз красочка его и разбавит. И у нас прям получится прям под края. Борщ на весь карантин. Вот так вот и можно, в принципе, назвать. Опять же, смотря у кого какая кастрюля. Вот, есть кастрюли и 30-литровые. Вот, поэтому там борщ можно варить смело и не боясь на то, что он у вас выйдет за границы вашего. Так, все, значит, вот мы переложили. Сейчас я сниму нашу кастрюльку туда, где ей место. Вот здесь вот на самом деле сок остался. Я сейчас вот что сделаю. Я сейчас вот этот сочок такой свекольно-томатненький перелью. Вот, в принципе, все и уместилось у нас. Так, что следующим ингредиентом у нас пойдет? Я сейчас выключу плиту. Перчик у нас обжарился. Вот мы сейчас этот перец закинем сюда же. Все это у нас
перемешивается. Курицу я порвал, куриную грудку на волокна, не стал резать. Вот сейчас я ее добавляю сюда. Всю. 2 штуки было. Перемешиваем. Борщ получился очень наваристый. Вот, и сейчас мы добавим краски свекольной. Как я это буду делать? Я беру, наклоняю ковшичек, придерживаю шкорки, чтобы не выпали, и заливаю. Вот таким вот образом я вылил краску. Она сейчас придаст, смотрите, такой насыщенный вишневый цвет нашему борщу. Вот аккуратненько. Ох, как хорошо, много-то получилось. Ух. Следующее, что я буду делать. Я потру чеснок обязательно. Борщ без чеснока — это не борщ, а просто обычный суп. Поэтому я тру очень много чеснока. И я еще потом буду есть все это в прикуску с чесноком. Ля-ля-ля-ля. Изгонять, так сказать, бесов будем из себя, изнутри, которые скоро начнут беситься в изоляции. Так, потерли чесночок. Прибавляем сейчас мы газу, для того, чтобы у нас все это закипело. После каждого ингредиента, который вы добавляете в любое блюдо, это блюдо нужно довести до кипения. Это очень и очень важно. Иначе, собственно, ингредиент он должен провариться, либо прожариться. Обязательно. То есть должна высокая температура быть, около 80 градусов. То есть форма кипения. Вот здесь я подготовил зелень, нарезал. Я сейчас добавлю немного и потом добавлю уже, когда буду садиться за стол. Кушать этот борщик. Дениску тоже любит зелень. Он уже стоит слюной. У него самого уже полный рот слюней. Тут запахи, вот вы не поверите, просто такие стоят. Попробуйте, сварите борщ. И вот именно сделайте вот так же зирвак, как я делаю. Вот, это будет просто космос. Я вам обещаю, ваши каникулы строгого режима не пройдут зря. Друзья, наш борщ готов, поэтому прошу к сервировочному столу. Вот он, наш борщ, переходит в плавную стадию сервировки. Получился очень насыщенный, вкусный и ароматный борщ. Можно подавать его с любым салом. Мы, кстати, вот сейчас сало нашли в морозилке. Очень даже кстати. Потому что какой борщ без сала? Як говорят на Украине. Поэтому приятного нам аппетита. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Для нас это немаловажно. А с вами был я, Мирослав. До встречи.